Ребята, привет! Давайте поговорим о том, как уровень глубины тона блонд волос влияет на выбор тонирующего красителя. Напомню, что осветленные волосы всегда темнее, чем обесцвеченные, ведь осветляющий краситель Super Blond может осветлить до 12 уровня, а это самые светлые пряди в палитре. Порошок осветляет выше, больше, и уровень глубины тона после работы осветляющего порошка выше. Это примерно 14, 16, 18 уровень. Если вы хотите узнать об этом подробно и наглядно, переходите на сайт salonlondon.ru. Там в бесплатном уроке есть очень хорошее видео. Конечно, многие со мной спорят об этой системе, что это ненормально, неправильно, такого нет. Но, ребята, скажите, пожалуйста, почему тогда у вас при хорошо осветленном предварительно волосе, при тонировании потом вылезает какая-то зелень, и они уходят в затемнение? Или другой случай, например, вы тонируете не очень хорошо осветленные волосы и выбираете для этой процедуры, для тонирования, осветляющий краситель. И этим тонированием вы пытаетесь доосветлить и затонировать волос. А я вам отвечу, потому что вы игнорируете цифровое обозначение уровня глубины тона осветленных и обесцвеченных волос. Уровень глубины тона волос блонд. И от него зависит, чем вы будете тонировать. Ну, давайте разберемся, откуда берется зелень. Вспомним правила работы красителя на затемнение. Если вы работаете на окрашивание более чем на 2 тона темнее, то вам нужны пигменты для препигментации, то есть теплые. Если вы их намеренно не добавляете в красящую смесь, то волос высасывает эти теплые пигменты из красителя. И в остатке вы получаете зеленоватый или синеватый отлив и затемнение. Почему? Вы же хорошо осветлили до 15 уровня. Угу. А взяли-то краситель 9 уровня. И от разницы этих уровней глубины тона волос забрал теплые пигменты, и вы получили зелень и затемнение. Итак, второй пример разбираем. Вы не доосветлили волосы. Например, у вас получилось после осветления или обесцвечивания 10-12 уровень. А клиент и вы хотите светлее, то есть выше, вам нужен, например, 15-й. Тогда вам неизбежно приходится работать осветляющим красителем, даже смягчая его какими-то модификаторами и использованием низкого процента окислителя. Но при этом волос получает двукратное во время осветления и во время тонирования щелочное воздействие. Но на самом-то деле нужно было сразу сделать волосы того уровня, который задуман, и +1, то есть на 1 уровень светлее, чем вы хотели бы. И далее работать мягким красителем с небольшим количеством пигмента на маленьком окислителе. Если в вашей марке, на которой вы работаете, нет прозрачного тонирующего красителя специально для тонирования осветленных обесцвеченных волос, возьмите его в другом бренде. Ведь изобретать прозрачный светлый краситель из плотного покрывающего 9-8 уровня – это неблагодарная работа. Вы никогда не получите качественный, дорогой блонд с сохранением структуры волоса. А полное обучение колористике вы, как всегда, можете пройти на моем сайте salonlondon.ru.